муниципалитете Лимассол. Смотрим следующий слайд и переходим к муниципалитету Меса-Гетония. Видим, как отображено на карте география, да, локация именно этого города, муниципалитета. Также видим, друзья, здесь мы будем говорить о новом жилье. Старое присутствует, но нет, будем говорить и о новом, и о старом. Я прошу прощения, жилье здесь присутствует как старое, так новое. Но небольшая выборка, в общем-то. Если по Лимассолу там несколько тысяч, по-моему, чтобы не соврать, ну что-то около 5000 объектов по классам можно увидеть, то здесь небольшой город-муниципалитет, естественно, для того, чтобы была репрезентативная выборка, и в нее входило чуть больше 2000, а сюда здесь входит чуть больше 2000, я взял общее и старое, и новое жилье. Итак, мы видим, что за месяц подорожала недвижимость 0,15%. Стоимость квадратного метра 3254 евро. Также видим, что внизу красным шрифтом подорожала недвижимость за месяц плюс 0,15%. Давайте посмотрим, что произошло в течение одного года. И вот здесь как бы у меня вопросы. Вопросы, ну, наверное, самому себе, хотя, опять же говорю, выборка она и релевантная, и репрезентативная. Ну, релевантная – это сюда попала только жилая недвижимость с определенными характеристиками класса А, Б, С, Д, Е, Ф. При этом, когда я говорю о репрезентативной, здесь больше 2000 объектов, которые попали в поле зрения, да, то есть выборка, еще раз повторюсь, репрезентативная. И вот видим, что здесь за год снижение, ну, период, давайте пройдемся исследование, у нас январь 2025 год, это 3294 евро, стоимость квадратного метра. В январе 2026 года это 3254 евро, что за год показало снижение минус 1,19%. Здесь красная строка внизу. То есть вот здесь это неадекватное поведение рынка. Не знаю, с чем это связано. Почему подешевела недвижимость, возможно, там компании-застройщики в свое время, ну, здесь, если мы посмотрим, такой некий есть пик. Ну, во-первых, это я аппроксимирую эту график рисунок, да, вот эти колебательные процессы. Вот здесь мы видели какой-то квартал, пик роста, который, ну, непонятно с чем был связан. Возможно, скорее всего, я смотрел, там какие-то новые объекты появились, возможно, по завышенной цене компании предлагали застройщики. И это дало такой вот этот самый, ну, выброс, да. Хотя, еще раз говорю, я почему применяю метод классификации, он дает мне возможность убирать вот этот статистический шум, который не соответствует рынку. Поэтому вот здесь мы видели такой всплеск и опять снижение. Ну, если кто знает, с чем это связано, напишите. Дальше, друзья, смотрим следующий город-муниципалитет Агиос Афанасиос. Здесь, друзья, у нас, видим, Google Map отрисовывает границы муниципалитета вот следующим образом. И здесь у нас тоже только новое жилье, друзья. Новое жилье, старое есть, но новое преобладает, поэтому я взял выборку только новое жилье. Итак, мы видим, что новое жилье за месяц подешевело на 0,12%. И средняя стоимость квадратного метра составила 4142 евро. То есть достаточно дорогое, ну, новая недвижимость, новое жилье, достаточно дорогое, даже в целом, если посмотреть по городу, муниципалитету Лимассол, ну, даже выше средняя стоимость. Смотрим, что произошло внизу по локациям. Можете посмотреть, как также сильно отличается стоимость квадратного метра от 3400 до 5400. Ну, то есть в зависимости от ценовой зоны отличается стоимость квадратного метра. 4142 среднеарифметическая по городу, муниципалитету, и снижение за месяц, как я говорил, минус 0,12%. Но в годовом измерении, друзья, что здесь все, в общем-то, нормально. Видим, что период исследования январь 2025 год 4084 евро и январь 2026 год 4142 евро, что показало нам динамику за год роста
1,42%. То есть это вот последний месяц, видим колебательные такие процессы, динамика снижения. Так все это был рост. То есть вполне адекватно ведет себя, друзья, рынок недвижимости города, муниципалитета,